Привет, уважаемые зрители! Продолжение нашего туториала по Excel. Сегодня мы рассмотрим умные таблицы. Надо признать, что термин «умные таблицы» достаточно хорошо ухватывает суть явления. Действительно, иметь дело в Excel с умными таблицами куда проще и приятнее, чем с обычными. Однако не все о них знают. Давайте восполним этот пробел, потому что умные таблицы воистину изменят вашу жизнь. И вы не захотите возвращаться после этого к обычным таблицам. У нас уже заполнена область данными. Теперь нам необходимо отформатировать эту область и превратить ее в таблицу. Это можно сделать тремя способами. Первый способ. Выбираем главное – форматировать как таблицу. Выбираем стиль нашей будущей таблицы. Мне нравится этот. Выделяем ячейки нашей таблицы, нажимаем Enter, ставим галочку «Таблица с заголовками». Таблица готова. Второй способ. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-T. Также нам необходимо выбрать область нашей таблицы, указать таблица с заголовками. Готово. И третий способ. Выбираем вставка, таблица. Также выбираем ячейки нашей таблицы, ставим таблица с заголовками. Давайте посмотрим на быстрое форматирование данной таблицы. Устанавливаем курсор нашей мыши на нашу таблицу. У нас появляется меню «Конструктор». Здесь мы можем сразу установить или убрать строку заголовков, установить строку итогов, установить или убрать чередующиеся строки. Можете наглядно видеть, как они проявляются. Установить первый столбец, он станет жирным. Последний столбец также жирный. Чередующиеся столбцы. И можно установить или убрать кнопку фильтров. Давайте посмотрим на упрощенное выделение таблицы, строк и столбцов. Для выделения строки наводим на строку, у нас появляется черная стрелка. Нажимаем кнопку мыши левую, строка выделена. Для выделения столбца наводим на столбец, появляется черная стрелка, нажимаем на кнопку мыши. Нажимаем еще раз на кнопку мыши. Вуаля! Вуаля! Наша умная таблица имеет название в конструкторе. Имя таблицы. Зададим имя таблицы продажи. Теперь перейдем в меню формулы, диспетчер имен. И мы видим, что в диспетчере имен указана наша таблица. Имя продажи, значение, диапазон и область. Теперь давайте добавим срезы к нашей таблице. Для этого перейдем в конструктор, ставить срез. Выберем продукты и область. Нажмем ОК. У нас появилось два среза. Первый – это области, второй – это продукты. Зачем нужны данные срезы? Это и есть фильтры. Мы выбираем область номер 1. Мы видим по первой области нашей продажи, наша прибыль. Здесь указаны все продукты. Теперь мы выберем информацию только по продукту номер 1.
Все, теперь мы видим, у нас задана область 1, продукт 1. Если мы хотим посмотреть по продукту номер 3, пожалуйста, продукт номер 2. Теперь выберем область 2. Продукт 1 у нас отсутствует. Продукт 3. Пожалуйста, информацию мы получили. Если мы хотим посмотреть информацию только по продукту номер 1, продукту номер 3, продукту номер 2, давайте посмотрим на структурированные формулы. Для этого добавим новый столбец в нашу таблицу. Это прибыльность. Чтобы посчитать прибыльность, мы прибыль. Вы видите, как в нашем случае начала отображаться ячейка. Делим на продажи. Нажимаем Enter. Сразу посчитался весь столбец. Чтобы у нас он корректно отображался в процентах, все, теперь мы видим нашу прибыльность в процентах по продукту и по региону. Также отцентруем значение для более наглядного вида. В нашей умной таблице существует строка «Итоги». В данной строке есть фильтр. Здесь мы можем задать сразу же, без прописывания каких-либо формул, это среднее значение. Теперь мы видим наглядно среднюю прибыльность по нашим продуктам и областям. Количество посчитать 12. Количество чисел 12. Сразу можем видеть максимум. Это 72% прибыльности. Минимум, в нашем случае, это 6% прибыльности. Сумму, в нашем случае, немного не актуально. Смещенное отклонение, смещенная дисперсия и также другие функции. Все функции, которые существуют в Excel. Выберем и оставим среднее. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всего вам хорошего, пока!